Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. В США ожидается масштабный блэкаут из-за огромных проблем в энергетике, аналогичный тому, который ранее произошел в Испании, заявил в субботу американский министр внутренних дел Даг Бургум. Александр, как вы это прокомментируете? Давайте для начала про Испанию, Португалию, там чуть-чуть про Андорру и Францию. Что там произошло? Что мы знаем? Мы знаем, что хопа, вдруг откуда ни возьмись, в Испании в 12 часов 32 минуты 28 апреля 10 гигаватт солнечной генерации куда-то делось. Ну, просто хопа. Были они в сети в составе 18 гигаватт электростанции, эти вот солнечные, и куда-то делись в 32 минуты 10 из этих 18. Осталось 8. Притом к тому моменту происходило снижение поставок, снижение производства электрической энергии на ветроэлектростанциях. Снижение было не то чтобы резким, но планомерным и кратным. То есть мощности, которые выдавали электрическую энергию, сокращались. То есть ВИА куда-то делась в этот момент. И, судя по всему, автоматика стала... Там попытались восстановить, попытались компенсировать традиционные электростанции, вот это расхождение. Не смогли, автоматика стала их тормозить, останавливать. Ребята, только не поломайтесь, и хопа, электричества нет. И, с одной стороны, выглядит чудовищно. Можно сказать, вот видите, солнечная генерация виновата. Она действительно виновата. Но не сама по себе, а виновата архитектура рынка, архитектура энергосистемы, в которую эти солнечные электростанции вписаны. Мы не видим новостей из Китая, что ветер перестал дуть, и там какой-нибудь мегаполис китайский вдруг остался без электричества. И вовсе не потому, что они что-то скрывают, а потому, что у них этих резервных мощностей, точнее, мощностей, которые способны подхватить вот выпадающие вот эти объемы, не раз-два и обчелся, как у некоторых, а их достаточно для парирования любых рисков, которые теоретически могут возникнуть. Кроме того, в Китае не обязаны электросетевики принимать электрическую энергию от ветра и солнечных электростанций лишь на том основании, что те начали производить эту самую электрическую энергию. Нет, извините, если она не нужна, то стоп, машина. Не надо ничего производить, не надо нам ничего отдавать. А в Европе не так. Ты производишь, ой, как здорово, производи, дружок. А вы обязательно примите эту электрическую энергию, потому что, как же без нее? Мы же озеленяемся. А если не ставить ветряки, не ставить солнечные панели, то вы впадете в зависимость от нефти и газа из России. Если кто-то считает, что я сейчас вот этот довод выдумал, нет, дорогие друзья, это из издания Independent, из статьи, в которой рассказывалось о том, что возобновляемые источники энергии в блэкауте не виноваты. И там приводили слова премьер-министра Испании, который говорил о том, что, ребят, во-первых, ВИА не виноваты, во-вторых, на полноценное расследование нам нужно еще какое-то время. Но, ВИА, уже ясно, не виноваты. Но на расследование нужно время, чтобы понять, кто виноват. Но ВИА не виноваты, запомните. И вообще, если не будет ВИА, мы впадем в зависимость от нефти и газа из России. Шикарный довод, очень хороший, все прекрасно. Но, извините, подвиньтесь. Можно апеллировать к ситуации в Испании, сидячи в Соединенных Штатах, и говорить, вот видите, мы тут, всей командой Дональда Трампа выступаем за традиционные ценности, за традиционную энергетику, против голубого и зеленого цвета. Мы тут, понимаешь, вот это вот все. И посмотрите на этих вот европейцев, до чего их это довело. И если дальше так пойдет, то и у нас будет то же самое. Но, знаете, вот как мы тут творческим коллективом назвали произошедшее в Испании. Знаете как? Техасский сценарий. По-моему, Мексика все еще не вернула Техас, да? Техас все еще не вернулся в родную гавань, да? Он все еще в составе Соединенных Штатов, если я не ошибаюсь. А почему же сценарий техасский в Испании? А потому что в 2021 году, в феврале,
в штате Техас произошел блэкаут. И происходил он по следующему сценарию. Ветерочек перестал дуть. Отдали команду газовым электростанциям, мол, газовые электростанции, увеличивайте объемы производства. Но газовые электростанции оказались не готовы к такому трудовому подвигу. Автоматика сработала, отключила все, что можно было отключить, и хопа, люди сидят без света. Какая бы ни была причина отключения 10 гигаватт солнечных мощностей в Испании, механика произошедшего очень напоминает произошедшее в Техасе. Притом штат Техас оказался в более сложной ситуации тогда, чем Испания, чем Португалия, потому что штат Техас был в ситуации непогоды, там снег валил, там были проблемы с линиями электропередачи, то есть нельзя было быстро, оперативно перезапустить энергосистему. И кроме того, штат Техас, в отличие от Испании и Португалии, это изолированная территория с точки зрения электроэнергии. Порядка 95% штата Техас, соответственно, потребителей порядка 95% потребителей штата Техас находятся в рамках местной энергосистемы. На территории Соединенных Штатов, в великой мудрости ее, 3 крупные энергосистемы. То есть не как в Российской Федерации, одна на всю страну, а 3. Почему так? Вот. Потому что, знаете, не вот это вот отвратительное планирование, вот это командно-административная система. Фу! Нормальные рыночные механизмы приводили к тому, что вот все естественным образом развивалось. И теперь 3 энергосистемы. И штат Техас, который теоретически мог бы получать электрическую энергию от соседей, при таких сложных обстоятельствах, не мог получать электрическую энергию, потому что он сам по себе. Потому что он такой вот уникальный, красивый и замечательный. Зачем одна энергосистема на всю страну? Ой, это безумие какое-то, это фу. Это никому не надо. Надо, чтобы у каждого своя энергосистема была, и тогда прямая конкуренция, невидимая рука рынка. Ну и как там дальше? Вы напишите в комментариях, какие ваши варианты там. Что должна сделать невидимая рука рынка в таких ситуациях, в такой ситуации. Так вот, это техасский был сценарий. Поэтому, когда министр внутренних дел Соединенных Штатов вроде как делает какие-то заявления о том, что ой, у нас может повториться то, что было в Испании и Португалии, но он немножко лукавит. У вас может повториться то, что уже было у вас в Техасе. Да, это было при злочинной владе, при Байдене. Но у меня вопрос. Можно? А до Байдена был какой-то президент ведь, да? Это был Обама? Нет, погодите. Обама закончил правление в 2016 году. А до Байдена кто-то еще был. Кто-то еще, по-моему, который кричал про уголь, про нефть, про газ. Про вот это все. Про традиционное, про вот зелень, фу. Кто же это был? Кажется, это был Трамп. Не так ли? И каким-то удивительным образом при президенте Трампе были рекордные вводы мощностей зеленой генерации. Знаете, установленная мощность увеличивалась. На тот момент увеличивалась рекордными темпами. Было побито 2 рекорда исторических. Объемы производства электрической энергии из возобновляемых источников росли. В штате Техас росли. И Байден, получается, в феврале 2021 года, сразу после того, как Трамп передал ему страну, столь прекрасно подготовленную к любым ударам стихии, к любым неурядицам, вот Байден, оказывается, наверное, был вообще ни при чем. И зеленая политика Байдена была ни при чем, потому что, часть этих ветроэлектростанций, которые так подвели потребителей в феврале 2021 года, были поставлены в штате Техас при Трампе? Не так ли? А теперь министр внутренних дел Соединенных Штатов Америки из команды Трампа
выходит и рассказывает, что это при предыдущей администрации. Все было так плохо, все было так ужасно. Они заложили всякое нехорошее под нашу страну, и у нас могут случиться блэкауты. Могут они случиться? Могут. Я страшно скажу, да, они могут случиться. В том же самом штате Техас уже который год опасаются подобного рода блэкаутов. По той причине, что летом спрос на электрическую энергию в Соединенных Штатах находится на очень высоком уровне, потому что значительная часть территории Соединенных Штатов – это очень жаркие территории, где летом приходится включать на всю мощность кондиционеры, чтобы как-то, знаете, от этой жары избавиться. И в штате Техас аналогичная ситуация. Там тоже, знаете, приходится включать кондиционеры, там тоже приходится тратить электрическую энергию. И уже в 2021 году опасались. Местный оператор, местные власти опасались, что может повториться вот этот февральский сценарий. Тем более, что в Европе подобное в то же время происходило. То есть ветроэлектростанции резко сокращали объемы производства летом 2021 года. Что привело в том числе, не это было причиной, но в том числе это привело к полномасштабному мировому энергетическому кризису. Но еще раз, а при ком вводились эти мощности? Не при Трампе ли? Ой-ой-ой-ой, как же этот никому неизвестный предыдущий Трамп подвел нынешнего Трампа, который к предыдущему не имеет никакого отношения. Который бы, если бы он тогда правил, он бы и нефть вообще продвинул, и газ продвинул, и угольную генерацию продвинул. Нам нужно делать выводы, которые должны заключаться, как мне кажется, в следующем. Мы должны посмотреть, в чем они ошиблись, и не делать так. Не рассматривать их опыт как то, что мы хотели бы привить на своей почве. Из серии, да зачем нам эта централизация, зачем это управляемое, зачем нам традиционные вот эти всякие источники энергии. Нет, ребят, это все не надо. Зачем нам сети новые строить? Не надо это все. Зачем электростанции? Не надо. Нет, так не должно быть. Мы должны понимать, что без новых сетей, без большого количества сетей, избыточного для некого среднего показателя, нам будет тяжело, потому что средний показатель – это не показатель. Показателем должны быть критические ситуации. Мы должны подобного рода инфраструктуру, критически важную, рассчитывать, исходя из критических ситуаций, на которые она должна быть рассчитана сразу. Это, знаете, возвращаясь в 2020 год, неожиданно выяснилось, что рассказы о том, что, вы знаете, количество коек в Штатах на 1000 человек гораздо меньше, чем в России. Это очень эффективно, это очень здорово, потому что, столько же не болеет. Зачем мы держим все эти койки? Не надо, надо сокращать. Это были очень глупые размышления, потому что исходить надо было не из средней ситуации, когда, в среднем болеет-то столько-то, а надо было исходить из критической ситуации, чтобы количество коек было достаточным для того, чтобы удовлетворить именно потребности в критической ситуации. Но это совершенно другие подходы к планированию экономики, совершенно другие подходы к планированию энергосистемы, совершенно другие подходы к распределению средств. Вот к этому государству обязательно нужно присмотреться. Негативный опыт – это очень хороший опыт, если особенно он не ваш негативный опыт, а ваших соседей, которых вам подавали как пример. Они примером являются, но примером отрицательным. На этом, дорогие друзья, на сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и также дальше бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.